Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Пламен Пасков на связи. Пламен, здравствуйте. Приветствую вас и вашу большую уже летнюю аудиторию. Жаль, что у нас эфир был не вчера, чтобы поздравить с Всемирным днем детишек. И потому что вот эти размышления, как сберечь и как сохранить, и как защитить наших детишек, наверное, помогли бы в некоторых не хватающих, скажем так, пацифистских либо миротворческих намерениях и взглядах обществ и воюющих стран. Извините, что немножко вот так, но такие мысли у меня весь день вчера меня преследовали, и длинная тема вчерашнего дня у меня продолжается и сегодня. А так, друзья, пожалуйста, вы там эти самые колокольные, по ком звонит колокол, вопрос проверьте, проштудируйте. Если он беленький, сделайте его черненьким, YouTube чудит, иначе вы не получите уведомления. Стоит от 3 до 4 секунд. И это не вопрос в том, что нам приятно, а вам ничего, а потому что просто так будете знать и будете иметь альтернативные, но зато честные источники рассуждений и взглядов. Думаю, на этом все. Ну что, знаете, пережил Киев, Днепр, Харьков, другие места. Тяжелый удар по, скажем так, своим разным объектам. Есть попадания в жилые дома. В Днепре там здание 7 снесено. В Киеве тоже попадание в совершенно разные объекты. Куда-то, видимо, прилетело, потому что в Голосеевском районе фиксировали, сообщают о повторной детонации. Но разрушение, конечно, колоссальное. 65 человек, ну, постоянно растет количество пострадавших и погибших. Днепр, очень существенный был удар, и там снесло просто в том числе и дом. В общем, удар мощный. Но это все, конечно, с одной стороны, понятно, ожидаемо, с другой стороны, это предвкушали в офисе президента. Я вчера в шуме показывал Подоляка, который Deutsche Welle, ну, таким странным ведущим, рассказывает о том, что, ну, вот смотрите, с одной стороны, конечно, разрушение Киева, но с другой стороны, это Европа увидит, что нужны инструменты, даст больше ПВО, даст больше денег. В общем, удар серьезный по стране, по столице, и вот связанный с этим опрос нашего сегодняшнего прямого эфира, он звучит следующим образом, прошу всех проголосовать, мы в конце подведем итоги. Какие последствия ударов по Киеву, Днепру, Харькову наиболее вероятны? Вот, хорошо, удар произошел, действительно трагедия, жуть, разрушение, попадание, в общем, все это есть. А дальше что? Варианты. Европейцы дадут денег и ПВО, ну, собственно, покажут эти картинки разрушений. Понятно, военные объекты и объекты Укроборонпрома не покажут. Покажут напротив стоящие там какие-то автосалоны, какие-то там трагедии человеческие. И, соответственно, все посмотрят, ахнут и скажут, давайте, давайте помогать. Второй вариант. Народ заставить Зеленского все-таки заканчивать. Потому что если вот такое, как произошло с Киевом, Днепром и другими местами, будет на регулярной основе, то народ скажет, елки-палки, давайте-ка заканчивать сколько можно. Третий вариант. Это повод хороший ужесточить мобилизацию. Ну, эти байки о том, что смотрите, как у них там маленький набор, россияне проигрывают, и вообще там мы больше отбили, чем потеряли за май месяц, по весне там другие итоги. И вот эти все цифры, квадратные километры, говорят, давай, 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 всех вперед. Там Кабмин ужесточил правила бронирования, их видоизменил, да, с сентября у них там по-новому все будет у предприятий, которые бронируют людей. И четвертый вариант, никаких последствий не будет, вот таких прилетов нужно еще с десяток, потом, возможно, что-то как-то изменится. Вот такие 4 варианта, какой бы вы выбрали и как оцените произошедшее прошлой ночью? Комбинации первого и четвертого. Комбинации первого и четвертого, потому что, знаете, пока вы их перечисляли, я внимательно слушал, я просто посмотрел на некоторую такую статистическую динамику. 31 мая 229. Я имею в виду общее количество, там не будем по виду. Вернее, я сказал 31, да, сейчас. 26 мая 124. 29 мая 233. 31 мая 229. 31 опять 229, почему-то да, тютельку в тютельку. Сегодня тот удар, который вы обсуждаете, 729. 729 – это действительно самое большое число, правда,
прошлого года примерно в это время я не припоминаю другой случай, когда это было за 700 ударов за один день. Однако, знаете, вопрос вот в чем, на мой взгляд. В Днепре, вы правильно сказали, даже я вижу, наверное, эти данные уже устаревшие. В Шевченковском районе Киева погибли по меньшей мере 3 человека, а в городе Днепропетровске, он же Днепр, 2 такие черепка, возросло до 9 человек погибших, 37. Ну, это уже сейчас 11 человек погибло в Днепре. Филатов публикует асфальт, посеченный кассетными зарядами, что говорит, что бьет кассетными боеприпасами. В Киеве по состоянию на этот момент, мы в прямом эфире, все еще может поменяться, в Киеве 5 человек погибло, 7 десятков где-то раненых и пострадавших. В Днепре возросло количество погибших до 11, и еще сообщают, что 6 человек ищут. И с учетом того, что и та, и другая сторона в таких случаях всегда, практически, к сожалению, без исключений, нажимает на эмоции, на жалость, на смотрите, какие они люди, на дегуманизацию противника, который как будто намеренно, исключительно и специально бьет единственно по жилсектору для того, чтобы больше страданий, больше смерти именно мирным гражданским принести. И та, и другая сторона в этом плане очень хороши, и они никогда не видят, ну, скажем так, другую сермяжную военную логику. То есть здесь огромное количество ударов. За этим огромным количеством ударов я ни за что не поверю, что львиная доля просто прибыла по месту назначения и ударила именно военные объекты. Правда, удивительно, что ни та, ни другая сторона не сообщает, не обсуждает и не указывает на то, что за военные объекты, где и как бабахнуло, почему этот дым не просто такой бризантный бело-серый, а темно-черный такой с очень сильным там химическим, скажем так, токсическим запахом. Когда встречается боеприпас, боеприпасом, что называется, нитропироксилин и другие там химические соединения, то есть все заостряют на то, что другая сторона не люди. Другая сторона убивает людей с садистическим каким-то удовольствием. Хотя и в тот, и в другой случай, за исключением, естественно, вот этого эпизода 8 лет, которые бомбили Донбасс, когда действительно они абсолютно намеренно кошмарили город Донецк, и там им было наплевать на какой жилой район Донецка, куда попало, там и ополченцы, типа, хотя позиции ополченцев им были прекрасно известны, там и болгарские, и сербские ополченцы были, там рассказывали, делились подробно, не буду сейчас об этом вспоминать, но с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное уже сражение армии с армией, страны с страны, то все эти случаи, когда попадают в жилсектор, я ни за что не поверю, что кто-то делал это намеренно и нацеленно. То, что убивали гражданских, ну, там в Курской области, то, что убивали совершенно целенаправленно, например, дроноводы, вот мирные жители, либо те, которые там сдаются, либо там перемещаются, это да. Но чтобы эти крупнокалиберные, вот эти там удары цирконами, кинжалами, искандерами, там, калибрами, другими там дронами, дорогущими, которые требуют там специальное наведение, ни за что не поверю. Почти исключительно всегда такие случаи являются результатом действий ПВО, который сбивает вот эту ракету, которая идет, или там дрон, скажем так, по другому назначению и направлению, и падает куда попало в условиях густой застройки, естественно, 50-80, а иногда и до 500 килограммов заряда, смотря то нам кап или что-нибудь другое, естественно, сносит подъезд, и, естественно, в этом подъезде, кто там были, они там и остаются. Вот в чем дело. Поэтому здесь для меня ситуация практически неизменная. Но знаете, я вам так скажу, наверное, потом прозвучит какой-то более конкретный вопрос с вашей стороны, но мне кажется, что 3 черные лебеди стали прилетать. По крайней мере, кружат над Министерством обороны и над Кремлем Российской Федерации. Не то, что над ВСУ и над Киевом, скажем так, все шикарно густо, ничего подобного. Такие мысли у меня даже не возникали. Но то, что идут именно 3 конкретные черные лебеди, я это уже начинаю видеть простым невооруженным глазом, потому что это уже начинает обрисовываться достаточно ясными очертаниями. Назовем это так. Простите, пожалуйста. Так, а какие черные лебеди? Послушайте, смотрите, давайте так. Сейчас на самом деле
Мы просто не понимаем, потому что мы находимся в коконе вот этом пропаганды. Да. Мы не понимаем ужаса и трагедии вот этих людей, которые там ночью не проснулись. Мы не понимаем состояние и нерв народа, который спускается в метро и там пинает палатки, которые там другие, такие же граждане спустились заблаговременно и обустроили себе ночлег. Мы не понимаем ужаса убытков, потому что даже вот считающийся богатый там человеком, например, владелец автосалона, да, он вложился, их покупают эти новые тачки, крутые, навороченные, но мы не понимаем, что у него осталось, у этого богатейшего человека с крутыми тачками, ровно как и не понимаем, что осталось, какое жилье у человека в Днепре, например, дом которого снесли, и дай бог, чтобы человек уцелел. То есть, а вы нам говорите о черных лебедях над Кремлем. Ну, то есть, сегодня же атакован был Ильинский НПЗ, да? Ну, то есть, на Кубани. И вот картинка эта выглядит уже совсем иначе после ночного обстрела. Ну, для меня, как для украинца. Если тут, например, смотрите, там дроны полетали, шахеды позбивали, зато смотрите, как горит. Бавовна! Кричат с каждого рупора, из каждого утюга. Говорят, вот как мы их уничтожаем. Рейтерс, Блумберг выписывают материалы, что там не осталось в России бензина, топливный кризис. Мудрые аналитики с YouTube-каналов говорят, вот он, черный лебедь. Но сегодня, после вот такой ужасной ночи для страны, да, мы как-то смотрим на эту картинку горящего НПЗ и понимаем, что да елки-палки. Ну, то есть, главный же вывод находится не в том, какие там лебеди где пролетают, а главный вывод находится в том, что эти жертвы сегодняшние из-за тотальной неспособности нормально провести коммуникацию, договориться, неуправляемости процессов. У власти бездари, решение которых основано на собственных амбициях, завязках и подвязках коррупционных, скажем так, отмывок и перемывок с европейскими, прости господи, партнерами. ПВО выходят и говорят, нет ПВО. Хотите статистику вам прочитаю? Вы заговорили о черных лебедях. Смотрите, 73 ракеты, 656 беспилотников Россия запускает ночью. Это данные ВСУ. 40 ракет и 602 дрона сбили. Нормальная статистика ПВО? 90%, кричит Зеленский и пишет письме Трампу. Понимаете, вот мы такие... По дронам хотя бы статистика какая, а по ракетам так уж тем более. А выходит Подоляк с там лощеной физиономией в виде кирпича и говорит, не, ну с одной стороны, конечно, Киев разрушат, но с другой стороны, Европа увидит, что надо действовать и давать больше ПВО. Нет, если вам, конечно, интересно, давайте поговорим о черных лебедях в России. Черный лебедь этот, по-моему, уже как бы перья сбросил. И нужно что-то предпринимать и что-то решать. Если такая ночь не станет поводом для того, чтобы люди задумались и что нужно заканчивать войну, а дальше будут рассказывать о каких-то там, ну как в России все плохо, но я тогда не знаю, куда будет поворачиваться война. Александр, есть два примера, которые сразу, я думаю, достаточно четко могут обрисовать и доказать то, что я сейчас скажу. Неважно, насколько тяжело и ужасно будет разрушаться гражданская инфраструктура и будут наноситься удары по критической инфраструктуре Украины. То есть по энергосистеме, по системе водоснабжения, по системе, скажем так, водоочистки города Киева, в том числе достаточно свежий такой случай. Потому что припоминается, что бомбили фашистскую Германию ужасно нещадно и британцы, и американцы. И даже бомбили Берлин во времена штурма Берлина, но никто не отказывался сражаться. Но это пример, скажем так, 80-летней давности. То есть разрушение гражданской инфраструктуры не приводит к решению населения идти сдаться, либо оказывать давление на центральное руководство, иди и капитулируй. Такой прямой связи логически, военной, социальной, психологической не существует исторически пока что никак. Второй пример сильно ближе к нашим дням. С 28 февраля по 3 апреля активно и интенсивно разбомбили на территории Ирана 13 с чем-то тысяч целей и побили все горшки, переломали им все кости, в результате чего никто
из населения не стал организовать какие-то, скажем так, силы мобилизации для того, чтобы руководство Ирана стало сдаваться, либо стало прогибаться и стало соглашаться с требуемыми условиями те, которые бомбят. Сейчас будет продолжение. Не знаю, когда, потому что это вопрос зависит и от Конгресса, и от логистики, и от других там методов там, накопления. Это решение Трампа 14 июня справить сначала день рождения, потом заниматься с этими делами, или 4 июля отпраздновать 250-летие, скажем так, Америки, а потом заниматься. Я не знаю, это не мне решать. Я вижу, что они продолжают накапливаться, а это означает, что тетива лука с заряженными стрелами начинает натягиваться, а не отпускаться. То есть разрядка там не идет. Там, в Иране, никто такое решение тоже не принял. Самое главное, что эти ужасно болезненные для мирного, для гражданского населения удары. Я так и не понимаю, а сколько военных было уничтожено, сколько военных объектов было поражено, сколько военных объектов было уничтожено, как это сказалось на, скажем так, дроновую боеспособность вооруженных сил Украины, как это сказывается на какие-нибудь военно важные, видимые, ощутимые вопросы, то, что происходит на весь май и на тот обсуждаемый, скажем так, пиковый момент 729 аппаратов, которые прилетело за ночь на территорию Украины. Не 729, а 1729. Если будут прилетать каждый день, все равно это не приведет к этому, скажем так, результату, если кто-то действительно ожидает такой абсурдный результат, просто потому, что это так не работает. А как работает, Пламен? Подождите. А как работает? Я вам вот так давайте скажу. так. Значит, это на самом деле очень, казалось бы, она такая плевая, ну, и тут дискуссии быть не может. Но давайте так. Украина, вот после этого удара, украинские паблики, там есть такой ахметовский комплекс, там IT-хаб, в общем, там, ну, вот эти вот объекты, да, то есть там и комплекс жилой, дорогой. Ахметовский почему? Потому что, ну, связывают застройщиков, там, понятно, ну, новый такой, современный, да, и там нам демонстрируют, что кадры, то есть всем куда деваться, да? Спускаться в подвал. И вот женщина с 2 детьми спускалась в подвал, прилетела, она погибла, собственно, детей отправили в больницу, та погибла на месте. И здесь еще сообщают, что, значит, погибла женщина еще одна 49-го года рождения, мужчина 77-го и 19 человек ранено. Это жилищный комплекс, вот этот вот такой, скажем, и эти трагедии вот показывают. Это очень важная тема для разговора. Может, как бы основной вывод, что, как бы, знаете, вот такая простая мысль, а может, хватит? А может, как-то давайте... То есть, если мы тут не будем показывать, что там у нас где разбито, уничтожено, почему же не показывают? Ну, чтобы враг не просек, противник, да, по полю боя, где сколько солдат погибло, какие объекты поражены, возможно восстановление или нет, какой урон военный. А живых показывают. Так может, живые или выжившие, или родственники убитых, может, они скажут, ну давайте заканчивать войну. Почему это так не работает? А как тогда работает? Если военного убили, ну это же военный, или там завод, ну это же завод, понимаете? А гражданских, вот смотрите, убивают гражданских. И получается, что тогда никак не работает. Нет поводов закончить войну. Есть. Давайте напомню, что заставило генерала Армагеддона, он же Суровикин, который построил вот эту линию многослойную защитную, которая сделала так, что украинское контрнаступление летом 23 года выдохлось, и там были уничтожены люди на 80% до того, как они даже дошли до первых окопов. А что заставило этого генерала принять крайне непопулярное решение оставить правый берег Днепра и единственного областного центра города Херсона? Заставило его перерезание логистики Антоновского моста, который был приведен к технической негодности, как их заправлять и снабжать, так их и передвигать, и даже чтобы они оттуда отступали. То есть перережешь логистику, все, территория уже потеряна. Второй такой пример. Что заставит до конца этого года, максимум до конца следующего года, все-таки Российской Федерации сильно-пресильно задуматься, как будем спасать и снабжать группу армии войск Днепре, группу армии войск Восток генерала Иванаева, и в том числе, как будем вообще спасать и снабжать Крым. Когда вот эта трасса
Ростов, Мелитополь, соответственно, Крым и так далее, она уже находится под дроновским огневым контролем украинских вооруженных сил. Хотя там украинского личного состава как таковых нет, пехотинцев нет, мотобригад нет, ДРГ нет, и даже такие батальонных групп нет. А вот трасса уже и для гражданских, и для военных снабжаться уже никак. Там всего две трассы. И та, которая окаймляет Азовское море с северной стороны, и та, которая идет с южной части Азовского моря, то есть через Крымский мост. Как перережут вот эту, ну, с функциональной точки зрения, так они займутся и Крымским мостом, и Пищебегало. То есть я почему каждый раз говорю, что если хотел бы Кремль вообще это решить, вопрос у меня, карта специально здесь открыта, могу подсказать, если они это не видели или не понимали. Нужно разбомбить до степени полной технической неспособности дорогу Хелм-Ковель на границе Украины. Там должна быть 80, а лучше 200-метровая яма, чтобы не то что ЖД, и не то что автомобильная, чтобы вообще-то никто, кроме скалолаз, не смог туда пройти, либо через леса. Нужно разбомбить и уничтожить дорогу Замуж-Володимир, Усть-Луг, которые. И самое главное, нужно разбомбить КПП Раворусское, то бишь то, что входит, скажем так, железнодорогой из Жешува в сторону Львова, и другая тоже железнодорога Пжемишел-Мостиска. Вот это то, что нужно уничтожить. Но если сильно хочется, конечно, можно и нужно неплохо, хотя это чисто единственная только автомобильная и горная дорога, дорога Уси-Дольний Хирев или Хорев, не знаю, как это читается. Но это уже в самих Карпатах. Если будут разбомблены эти КПП входа штук 4, ну, так, чтобы яма была от 80 до 120 метров, и бомбить столько, сколько нужно бомбить каждый день, 1/10 часть из этих боеприпасов, которые тратятся сейчас каждый день на территорию Украины, в том числе и с жертвами среди мирного населения, вот это украинская армия. Отстреляют то, что если через пару-тройку месяцев у них будет абсолютно тот же самый вопрос. Либо сдаваться в плен, либо погибать, потому что нам даже стрелять нечем. Вот логистика есть ключ ко всему. Перережь, уничтожь, раздербань логистику. И не надо убивать личного состава, не надо долбить по жилому сектору, не надо уничтожать энергетику, не надо по водоснабжению, по очистку воды, чтобы все в фекалиях там в Киеве были. Не надо это делать. Вообще не нужно. Несколько примеров я чисто военные, совершенно такие свеженькие на последние пару-тройку лет дал. А нет, эти ребята там, мы вообще-то Кузькину мать покажем Европе. Какую Европу ты покажешь? Ты Украину, Западную Украину толком вообще-то не хочешь увидеть и не хочешь понять, что тебе нужно там сделать. Перережьте Житомирскую трассу и автомобильную, и ЖД так, чтобы лет 10 там не могла трава расти и все дела. Перережьте ее, черт возьми. Перережьте ее в 5-6 пунктов. Но самое главное, на входе. А потом занимайтесь военными складами, потом занимайтесь личным составом, потом занимайтесь всем остальным. Перережьте это. Все. Украина полная логистическая изоляция с минимальными человеческими потерями и с той, и с другой стороны. И поддерживайте эту изоляцию каждый день, чтобы ремонт и восстановление там не было. Потому что авиатранспортом никто не будет снабжать Украину снарядами, скажем так, ракетами, вот этими пейтриетами, ракет для Пейтриет. Это очень тяжело. Автомобильным транспортом даже это тяжело. Бронетехникой никто это не будет снабжать. Большими грузами, горюче-смазочными материалами. Все это идет ЖД, либо на большие фуры 20-тонные. Они что, невидимые? У вас сателлитного наблюдения нет? Или обязательно нужно бомбить по жилсектору городу-герою Киеву, либо по Днепропетровску? Обязательно. Харьков там сносить. Это обязательно, что ли? Ну, Александр, извините, что я немножко эмоциональный. Это я не к вам эти эмоции на самом деле адресую, а к этому, не знаю, у вас приличная передача, но у меня приличные слова по поводу российского генштаба, ровно так же, как и по поводу украинского, естественно, генштаба, уже не нахожу ни по-болгарски, ни по-русски. Хорошо, 3 черных лебедя. Я так понял, что первый черный лебедь — это логистика на юге. Там действительно мы видим фуры, цистерны, которые стоят в очереди на паром через Керченский пролив, и все реже и меньше ходят, скажем так, по этой трассе, потому что опасно. Но опять-таки тут же тоже есть такая версия, и она просто читается. Смотрите.
Ну, то есть это все, понятное дело, это дело времени, да? Ну, вот по поводу этой трассы. Ну, то есть больше будет мобильных огневых групп. Есть у россиян точно такие же дроны-перехватчики. Есть такие вот эти пистолеты с этими дрончиками, которые вылетают и там что-то вот сбивают эти дроны. То есть это просто нужно системно это отработать. На это нужно время. И ситуация изменится. Ну, то есть изменится. О том, что вот мне тоже это тоже опять-таки ловушка пропаганды. Нам говорят, все, перерезаем трассу. Такое ощущение, что ВСУ уже вышли к окраинам Мелитополя, понимаете? Нет, никто никуда не вышел. Дроны летят. Дроны, что надо с ними сделать? Сбивать, правильно? Сбивать как? Насыщать и защищать, прикрывать непосредственно трассу разными способами. Есть целый ряд уже проверенных, а может там, ну я не жду каких-то инноваций, но решений, которые минимизируют ущерб и от этого серьезного дела. Ну, то есть просто. Тут же причина в чем? В том, что нам же каждый раз трубят, что так война заканчивается. Нам же говорят, так заканчивается. Смысл сейчас огород городить, расставлять там огневые точки вокруг этой трассы, более того, там что-то как-то еще, ну, зачем, если все заканчивается? Оно ничего не заканчивается, понимаете? Вот в этом-то вопрос. Это вот чисто менеджерский подход управления. Со стороны Украины это почему опасно? Потому что ровно такую же историю с логистикой на подступах к фронту делали, да, уже там, и будут, наверное, сами делать россияне, и мы увидим, собственно, такие же сгоревшие бензовозы, технику. Ну, мы это видели уже. Тут сказать, что что-то новое увидели, мы ничего нового не увидели. Но окей, вы думаете, что удары по югу — это первый «Черный лебедь», какие еще два? Первый «Черный лебедь» – это логистика, это не только удары по югу, а это удары по логистике глубины 200-300 километров, достаточно количественно и масштабно. Это первый «Черный лебедь». А второй «Черный лебедь» – это количество и разнообразие дронов, потому что производственные предприятия, которые производят разного типа дронов, в том числе и middle-страйков и deep-страйков, причем, скажем так, такие, для которых пока что российское ПВО, российские специалисты говорят, пока что слепые. Я не знаю, как они могут быть слепыми, но пока что ситуация обстоит именно так. Это количество и качество дронов, то есть то, что за последние 3-4 месяца Украина не просто догнала, обогнала и ускорительно продолжает обгонять Россию по количеству и качеству дронов. Дроны уже наносят более 80% всех потерь на этом фронте. Это уже не вопрос личного состава, мобилизации и всего остального. Третий, это каждый из этих черных лебедей, это предмет для отдельной передачи. Первую я уже сделал у себя на канале, подробно буду делать и по поводу второго и третьего. Третий, это искусственный интеллект под названием «Палантир». Можно, конечно, по-разному относиться. У меня тоже, мягко говоря, остро отрицательное отношение к Питеру Тилю, и к Алексу Карпу, и ко всем этим там сатанистам, и не очень, скажем так, естественным, вернее, сильно противоестественным там ребятам. У меня отношение остро отрицательное, но я не могу закрыть глаза на то, что «Палантир» – это единственное пока что программное обеспечение в скобках искусственный интеллект, который воевал, причем воевал эффективно и занимался управлением более 500 самолетов двух государств, разного типа самолетов, истребители, бомбардировщики, штурмовики, заправщики, разведчики, спасательные. И так, чтобы на все эти налеты ни один самолет не пострадал, ни один член экипажа не был сбит. И все было сделано именно так, как это уже действительно большие, мощнейшие программы обеспечения военные должны это делать. Такое мощнейшее программное обеспечение пока что нет в распоряжении Российской Федерации, а «Палантир» 20 числа, по-моему, мы в вашей передаче пока что это не говорили, 20 мая 2026 года Алекс Карп сказал, что «Палантир» уже поставлен на боевом дежурстве в штабе украинских вооруженных сил, уже получил 2,5 миллиона часов реальных записей с поля боя для того, чтобы обучать это программное обеспечение. И в результате относительно технологического недолгого срока, то бишь до конца этого года, они будут в состоянии наносить удары, которые по коэффициенту полезного действия, по неотвратимости и неспасаемости со стороны российского ПВО будут кратно в разы, может быть даже на порядок выше, чем те, которые сейчас наносятся. И
имея Палантир, имея количество дронов, которые масштабируются и продолжают размножаться и увеличиваться даже на европейских производственных совместных joint venture площадках, и имея уничтожение российскую логистику, у меня складываются достаточно мрачные картины. Вы говорите, да, нужны дроны-перехватчики, нужны средства борьбы. Все это правда, это нужно. Правда, для того, чтобы это было сделано своевременно, количественно и качественно, нужен другой тип управления, другой тип экономики, другой тип отношений. Нужна мобилизационная экономика, нужен Сталин, нужна ставка, нужны предприятия-дублеры, нужно все для фронта, все для победы. Ничего подобного при нынешней кремлевской Не будет власти... Сталина. Ну, не будет Сталина. Вы тоже понимаете, вот эти крики, тут шутят над вами, мы в прямом эфире шутят над вами в чате, что пламен из клуба рассерженных патриотов. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот все-таки я согласен с этой шуткой. Это так. Смотрите, Александр, я скажу такую вещь, которую наша аудитория, и, наверное, вы не видели. Я был 2 раза гостем передачи «Политкафе» в Москве. Первый раз 2017 год, второй раз был 2019 год. 2019 год, когда закончилась эта передача, это такое политкафе, где приглашают различных интересных, скажем так, всегда высокообразованных и профильных специалистов людей, куда выставляют такого, как меня, и нам задают вопросы, мы должны найти, в том числе и острые неудобные вопросы. Я всегда за острых неудобных вопросов. На финале, на сладкое, я рассказал мой тезис, что нужно делать России для того, чтобы она получила конкурентные преимущества, воспользовалась тем, что у нее есть, и подготовиться к этой абсолютно неизбежной, большой мировой войне, потому что все у нее, воздух, ПВО и все остальное еще 2019, еще раз не 2022 и даже не 2024 год. 2019 год было уже очевидно, что там плохо, да, что там скоро не догнать. Я им сказал, что нужно мобилизовать абсолютно все те техники, компании, средства, ресурсы и деньги и все остальное, чтобы прорыть подземную систему, типа как метрополитен роется, так, чтобы связать Калининград с Камчаткой, вообще-то с Владивостоком, насквозь всей Сибири, потому что логистика в России... Через ось земли? Ну, не через ос земли, а 50-70 Жириновский, помните, говорил, мы немножко наклоним ось земли, и все это. А вы... Помню. У него, да, такие тоже желания были. Не, 50-70 метров под поверхностью, потому что за Уралом логистика – это катастрофа на века, я имею в виду наземная логистика. Кроме как по воздуху, либо зимой по рекам Енисей, Лена и Обь невозможно снабжать никакие городские агломерации. Именно поэтому это заселено на 27 миллионов за Уралом вообще проживают из этих 150 вроде бы миллионов русских. То есть это крайне категорически недостаточно даже для обеспечения какого-то присутствия на монголо-китайской границе. А для того, чтобы там было возможно и сократить расходы, нужно железнодорога Маглев, то бишь высокоскоростная, 600 километров, которая может бегать, но подземная, для того, чтобы подземная, во-первых, она защищена от всех, скажем так, военно-воздушных и сателлитных ударов, которые безусловный противник уже обладает. Таким образом, будет абсолютно возможно все товары, пассажиры, услуги, газ, нефть, вода, электричество и все остальное запихнуть в подземные коммуникации, и таким образом можно усвоить Россию только на место выхода, и где бы, и кто бы, как бы это ни поражал, главная система кровообращения всех этих видов, скажем так, сообщений, которые нужны, будет защищена. Я на месте сегодняшнего Кремля просто собрал бы абсолютно все компании, которые сейчас роют дополнительные ветки и нитки московского метрополитена, и отправил бы их, чтобы они прорывали ближайшие 200-300 километров от фронта именно такие подземные логистические коммуникации, как бы бредово, как бы экзотично, как бы, может быть, сумасшедшим кому-то не казалось, потому что битва на земле и по поводу воздуха пока что проиграна для России, и догнать, и обогнать, и защитить себя на земле и в воздухе в ближайшие 10 лет, даже если Сталин реинкарнируется, и даже если Берия и Анастас Микоян станут рядом, не справится.
Единственное, что остается, пользуясь вот этой огромной территорией, зарыться под землей, именно там строить даже и предприятия, которые должны все это Странно производить. как-то получается. Слушайте, извините, что я вас опять Более чем странно. Более чем странно. к Я согласен. сегодняшнему дню. Значит, ну тут опять-таки, может, кто-то что-то не так понял, не так посчитал. Там западные аналитики дают там 100 ракет, украинские 40. Ну, это статистика, которая... Вот, ПВО И нет. самолеты идут, и Смотрите, самолеты идут. ПВО нет. Игнат выходит, спикер воздушных сил, и говорит, ну там сразу начинают говорить, не сейте панику, он не это имел в виду, такого не говорил, да, говорит, что ПВО нет, дефицит будет постоянно, их в принципе нет, невозможно их найти. Ну, то есть их делают мало, медленно, да, вот эти патриоты, снаряды, все эти, ну, для ПВО, все эти установки. То есть Украина пропустила удар, погибли люди, потому что, ну, смотрите, мы же имеем, я не просто так вам сравнивал две картинки, поражение Ильинского НПЗ прошлой ночью, да, и вот удары по Киеву, Днепру, трагические, ужасные. Не просто так сравнил эти две картинки, потому что от них происходит понятный вопрос. Власть, а как ты нас защищаешь? Нет, то, что там россияне плохие, там орки, вот это все, то, что там, это понятно. А как ты нас защищаешь? Ну, то есть возникают сразу вопросы. Власть может контраргументом сказать, ну как, приходи в армию, ну, то есть, вот так, давайте. Очередей же не будет после этого ужасного обстрела возле ТЦК. Ну, не будет. Будут дальше колотить и сколачивать вот эти жестяные гробы на колесах, на газельках, потому что бусики, они все-таки уязвимы. Там могут и изнутри выбить коленом, локтем окно и вылезти через окно, и люди снаружи могут, которые отбивают мужиков, тоже могут вынести и вытащить за руки, за ноги, да, отбить у ТЦКшников жертву. То есть, поэтому скажут, приходите, воюйте, давайте защищаться вместе. Но только поезд ушел для вот этого единения. Буданов вчера выходит и говорит, что до зимы поставлена задача, желательно до зимы, закончить войну, и он занимается этим. Уитков опять ждут, понимаете? Вот эта вот вся история. Но на этом фоне, на вот этом фоне, кажется, вот по примеру одного из ваших черных лебедей, ну, это юг, логистика, юг, вот это проблемы с югом, с перерезанием дроновым трассы Таврида. Кажется, что, по-моему, все становится очевидно. Любые вот эти разговоры о мире, когда это только разговоры, они просто, ну, добиваются своей цели, военной цели, что условно... Да, нерасторопная государственная машина Российской Федерации, да, со своими сложностями, тем более на новых территориях. Оно и на старых, как бы, тоже там бюрократия, аппарат чиновничий, менеджмент, то, что я называю. Конечно, есть проволочки, конечно, нет там идеальных каких-то быстрых решений внизу, там на земле, понятное дело. Она неповоротливая, эта машина. Большая, сильно имперская, федеративная страна, да, Российская Федерация. Но вот эти разговоры о мире получаются, и о том, что там закончить войну Зеленский приказал с Буданова, представляете? Оно, мне кажется, тоже какая-то такая стратегическая уловка для того, чтобы немножко так парализовать и, ну, собственно, добиться потом, там, через пару месяцев еще какой-нибудь лютой перемоги на фоне ухудшающейся ситуации в войне. То есть парадокс, понимаете? Россия проиграла воздух, но отбиваться Украине нечем. Это правда. Но это правда, которая, еще раз, она динамически меняется. Украина проигрывала долгие месяцы, больше 1,5 года, и дроновую войну, и Россия масштабировала Герань 2, 3, потом сразу 5 без четверки. То есть Россия масштабировала производство Герани и других дронов. На некоторое время Россия полностью доминировала в воздухе и, соответственно, наносила огромное количество крайне болезненных ударов. Но в силу того, что в Украине коалиции желающих там вкладываются и помогают, я имею в виду не только бодрящими там словами на эти политические там сходники, которые устраивают,
Но еще раз, целое предприятие уже начали, и причем, можно сказать, уже долгие месяцы работают совместно. Они вынесены за территорию Украины, плюс того, они помогают и тем предприятиям, которые работают на территории Украины. То есть Украина догнала производство дронов, и Россия пока что даже не догоняет. Нету каких-то специальных мобилизационных ресурсов, которые позволили. У Сталина, я опять скажу у Сталина были конструкторское бюро, которые были поставлены в условиях так называемого социалистического соревнования, но на самом деле это была прямая конкуренция. Одно и то же задание ставится, в том числе и во время войны, и тому, и другому одинаковое. То конструкторское бюро, которое предложит лучшее решение, оно идет на масштабирование, а другое конструкторское бюро становится подмогой и помощником, подчиненным помощником того конструкторского бюро, которое выиграло, таким образом усиливается деятельность именно этого же победителя конструкторского бюро. А здесь, на территории России, все решается блатом, взятками, торгашеством, воровством. Не решаются такие В вопросы. Украине не так, да? В Украине очень даже так. А в Украине не так. Не, в Украине так, но за количеством, за качеством и за направлением этих коррупционных, скажем так, потоков следят НАБУ и САП и прямые и британские, и американские надзорники. То есть там коррупция есть и гигантская, но она контролируется, направляется и регулируется в каких-то санитарных границах. Не то, что жадность у Зеленского меньше, чем у этих там барыг, путинских там генералов и других там чиновников. Нет, он просто подневольный человек. Весь его 95-й квартал подневольные ребята. Да, они давайте. Это образом. потрясающе. Это просто, если так... Ну, это как бы не... Вы аргументируете, понятное дело. Ну, просто если так тезисно получается... Факт есть, Александр, Нет, факт подождите. есть. У одного развивается дроновская дронница, догнала и обогнала. А у других, которые были спереди, у которых были право играть белыми фигурами, простите, что перебил, они отстают, и не видно, как они это догонят. Потому что нету таких конструкторских бюро. Ну вот, смотрите, просто интересно получается. Значит, у нас ужасная ночь обстрела, Россия проиграла воздух, потому что там дронов нет. Вот в России плохая коррупция, а в Украине хорошая, понимаете? Коррупция везде, она капиталистическая везде. Просто если был бы какой-то внешний куратор в России, например, Китай, условно говоря, то в России коррупции было бы не меньше, но она не была бы Так получается, так катастрофически на военно-промышленный комплекс во время войны. Вот что они контролируют. Так получается, да? Получается, что внешнее управление это хорошо, а вы все Сталин. Смотря что называется хорошо, да, я понимаю, ценю чувство юмора и сарказма, ценю, это правильно, это хорошо. Нет, когда государство воюет субъектным образом, кара за то, что Ну, вы только что отдали Россию Китаю. Не, я ее не отдавал. Я говорю, что если был бы контролирующий другой, кроме как Путин, за этой коррупцией, то дела были бы вот... Да, Пламен, смотрите, давайте коротко еще несколько моментов, коротких комментариев, перейдем к зрителям нашего сегодняшнего прямого эфира, но это очень важные вещи. Значит, во-первых, Песков выходит с заявлением и говорит, что войну в Украине можно завершить до конца дня, если Зеленский даст приказ вывести ВСУ из регионов России. Это свежее заявление. Тут интересно очень звучит это, да, на фоне вот этих ужасных как бы кадров и обстрелов. То есть до конца дня. Все, сейчас закончим. Выводи ВСУ и, собственно, и все. Откуда? Из всей России? Из канонической России или из новой России? Он имеет в виду эти 4 области. Уходите, и мы заканчиваем. Вот что он имеет в виду. Да. Он не имеет в виду Курскую область. Он имеет в виду Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Очень интересно тоже. Есть такой генерал Гурлев, медийный генерал из Думы, вы знаете, там такой... такой... Хмурый очень. Хмурый Гурлев. И он еще больше хмурился, потому что сегодня сообщил, что его взломали. Значит, он публиковал пост в Телеграме. Ну, этом, нескрепном Телеграме. И говорит о том, что
там такие тезисы озвучивались, что, короче, мобилизация ничего не даст из-за того, что у Украины стена дронов, ну вот этот черный лебедь, о котором вы говорите. И Гурлев так написал, якобы написал у себя в Телеграме. Кремль, значит, решает осенью объявлять все-таки эту мобилизацию. Это ровно нам вчера рассказывали украинские разведчики, там Юсов, Буданов на брифинге о том, что некуда деваться, все, Россия должна осенью объявить мобилизацию, типа после выборов в Госдуму, наверное, вот так. Это давно гуляет этот нарратив. На фронте вообще все плохо для российской армии, все кошмар, все как бы хавайся в жито называется. И вот такой пост появляется на канале Гурлева, позже в Максе, да, в российском скрепном мессенджере он публикует, что его взломали, и, в общем, это все неправда, и вот это вот, ну, скажем так, происки врагов. Тут и реклама Макса, конечно же, и вот смотрите, как небезопасно, даже Гурлева взломали, там черти что написали. Некоторые говорят, так может это он сам написал, а ему позвонили и сказали, ты что тут это вот зраду сеешь, да, то есть там нарративами Пламена Паскова говоришь. Не надо этого делать, и он сказал, что его взломали, потом удалил этот пост. Короче, как вы оцениваете вот этот страх, вот понимаете, тоже, вот я этого не понимаю. Вот это тоже, вот просто давайте трезво, я понимаю, что это очень тяжело. На фоне смертей, убийств, разрушений, продолжающейся, не заканчивающейся войны, это очень тяжело разобраться. Но мне непонятно, почему в Украине ловят, ну, как скотину мужиков, и все хорошо. А в России там мобилизацию объявят, и это должно всех испугать, понимаете? Или они... Может, такая логика? Они вот так издевательски относятся к своим гражданам, загоняют всех в бусы, отправляют армию этих людоловов. Это так смешно, я в Шубе вчера говорил. Они начинают нанимать в ТЦК ухилянтов, потому что ухилянт знает, как думает ухилянт. И вот это их начинают вылавливать. Один даже там затесался в Одессе, мастер по наращиванию ресниц, представляете? В ТЦК теперь служит. Короче, то есть... Все почему-то думают, что россияне испугаются мобилизации, понимаете? И парады в ТЦК тоже намечаются, да? Ну вот, понимаете, то есть все смотрят на ужасы мобилизации в Украине и думают, что для России вот эти разговоры и вот эта тема, которую качают, что бойся, бойся, россиянин, сейчас давай там... В общем, давай, шатни Кремль, потому что на осень тебе готовят мобилизацию. До осени, во-первых, надо дожить. Это во-первых. А во-вторых, ну смотрите, ну мобилизация, ну так это уже только ленивый не говорит. Но никто же не говорит, что эта мобилизация будет так в Украине. Или они в Украине так лютуют, чтобы россиян испугать? В Украине нет мобилизации, в Украине есть бусификация. Это разные вещи, потому что мобилизация – это совершенно другое. А бусификация – это плохо, а почему мобилизация в России – это недостаточно хорошо, объясню. Лучшее и самое правильное время для мобилизации было с ноября 2023 по марта 2024 года, когда на 4 полные месяца Джозеф Байден прекратил полностью отдавать Украине деньги, боеприпасы, вооружение, все, буквально ничего. А к этому моменту Европейский Союз еще не был в состоянии, грубо говоря, подключаться, мобилизоваться и так далее. То есть Украина рассчитывала практически исключительно на американскую военную помощь, которая целые 4 месяца. Окошко возможности для Путина было сделать мобилизацию аж на 2,5 миллиона. И тогда еще не было властей дронов, тогда еще личный состав имел большое значение и имел бы решающее значение, если он это сделал. Он это не сделал. Даже такой человек, не побоюсь этого слова, как Игорь Стрелков, он же Игорь Гиркин, в своем телеграм-канале, естественно, через адвоката, естественно, на канал своей супруги Мирославы Регинской, писал специально, что я сейчас уже не призываю к той мобилизации, которую я призывал 2,5 года назад, в силу уже объективных обстоятельств, и подробно их изложил. Понимаете, если сейчас сделана будет мобилизация
200-300 тысяч это будет недостаточно. Минимальные расчеты это от 500 тысяч, а оптимальные расчеты это 2,5 миллиона. 2,5 миллиона у них казарм нет, куда их приютить. Этих людей можно набрать, а куда их расселить? Где и как? Они уничтожали 36 лет инфраструктуру военных полностью. Их надо одеть, накормить, обучить и вооружить. Им надо обеспечить связку, логистики и всего остального. Есть ли такие ресурсы в Российской Федерации? Допустим, их можно найти. Криво, косо, исключительно криво и ужасно косо, они кое-что такое сделают. Как это первая мобилизация, которая уже стала притчей в языцах, что называется. Однако, Александр, кто сейчас воюет со стороны России? Ну, типа добровольцы. На самом деле это наемники. А что означает наемники? Им платят. А что означает, если ты сделаешь мобилизацию? А это означает, что мобилизантам ты либо должен платить столько же, а денег уже таких нет. Либо ты должен им сказать... Нет? Вы сейчас о ком? У России. Вы про Россию. Про Россию на 2,5 миллиона. Нет, стоп. Это очень, кстати, очень важно. Денежный вопрос давайте мы там отставим. Есть деньги, нет денег. Не так давайте. Тут очень важно, вы затронули тему, извините, что я вас перебил. Наемническая армия или, ну, вот это не наемническая, да? Ну, типа... То есть ты доброволец, но тебе платят хорошую зарплату, поэтому ты сам решил, сам пошел. Это так было в России. Зеленский пару месяцев назад вышел и сказал, да что ты, я бы тоже так сделал, как в России, но у меня денег нет. Да. И вот смотрите, проходит пару месяцев, деньги находят, и сейчас в Украине анонсируют вот эти 400 тысяч, ну, короче, существенное повышение зарплаты для военных. А вот после существенного повышения зарплат для военных украинская армия тоже приобретет такой дух наемнической. Ну, типа, если солдату достойно платят, то он уже, соответственно, воюет не за родину, а за деньги. Это прям такая диалектическая, я бы сказал, беседа философская, что ли. Ну, то есть, если тебе платят хорошо, то ты как бы не совсем за родину. А если тебе платят мало, то ты вот прям патриот. На самом деле вы затронули достаточно известную научно обоснованную тему, которая не сильно популярна среди молодой части, моложе 40 лет нашей аудитории, потому что речь идет о таком анахронизме, как классовая теория Маркс. То есть один должен воевать за деньги, со стороны российской армии 200-250 тысяч рублей, 2,5 тысячи евро, а другой должен воевать, потому что его мобилизовали, ему будут платить какой-то оклад, который, естественно, не будет ни 200, ни 250 тысяч. Однозначно. То есть создается классовое напряжение, что один и другой рядом должны стрелять, воевать, убивать и быть под риском быть убиенным либо раненым, но за разные деньги, соответственно, мотивация и напряжение в таких коллективах, коллективы можно уже написать с кавычками, будет, ну, не знаю, как это совладеть и как это исправить. Поэтому я, если была бы моя воля, я бы сделал армию действительно единственной только мобилизационной, без никаких наемников. Наемники – это единственные только профессиональные военные, которые всегда профессионально служили, но нанимать людей, чтобы они в армию за деньги воевали, это как раз именно то, что сгубило и Римскую империю, и Восточно-Римскую империю, и сгубит и Американскую империю, которая начинает терять свои войны, когда она сражается с так называемым вооруженным народом, который никто, наемной армии, вообще-то этим не занимался. Соответственно, и Украина, если будут такие деньги, Зеленский, я не знал об этом, ну, типа 400 тысяч мы сейчас наберем. Ну, наберете, ребята, будет действительно познавательно, удивительно. И получите то, что получите, что называется. Но России для того, чтобы воспользоваться своим количественным преимуществом, уже мало собрать личный состав. Она должна, вы говорите осенью, осенью они могут ее объявить. Но до того, как этих мобилизантов можно отправить действительно на фронт, идут месяца от 3 до 6, не меньше, потому что иначе это просто мясо, причем быстро погибающее мясо, которое долго не продержится и никому не поможет, а за ним надо как-то присматривать, чтобы быстрее не погибло. А это уже дополнительные напряги для всех, которые там на фронте. То есть от мобилизации до появления это 6 месяцев, то есть даже если сделать мобилизацию 500 плюс тысяч, предположительно даже 1,5 миллиона, это появится как раз именно в это время следующего года, 2027 года. Если это не будет сопровождено с тем, чем вы вообще-то обратили внимание, решить вопрос с этими черными лебедями, логистику,
дроны и собственное программное обеспечение, которое должно управлять процессами лучше, чем эти, мягко говоря, не очень надежные генералы, я имею в виду генералы и генштабники, а не те, которые на поле боя там воюют, то я уже высказал, что я думаю, что получится. Потому что мясо, вот это количество дронов, еще раз хочу напомнить, Константиновка – это город, который сродни моего родного города, где я сейчас и нахожусь. Но я имею в виду, в довоенные времена это было 50 тысяч. Там есть пока что некоторые успехи у российских вооруженных сил, и украинские вооруженные силы вынуждены, скажем так, освободить большую часть Константиновки. Хотя на некоторых картах это не отражено, но не суть. На прошлой неделе средствами объективного контроля было зафиксировано, что над одной только 50-тысячной когда-то Константиновки в воздухе висят более 5000 дронов и с той, и с другой стороны. То есть там количество дронов, которые должны заниматься уничтожением личного состава и тех, и других, потому что это суммарное количество, оно такое, что, напоминаю еще раз, до конца 2027 года Украина собирается произвести, в том числе и с этими зарубежными предприятиями смежными, до 3 миллионов военных дронов. А это означает, что до конца 2026 года будет как минимум пару-тройку сотен тысяч, не меньше. Так что, если Константиновка вот такая цена вопроса, можно, наверное, через пару месяцев сказать, вот флаговтык, Константиновка наш. Константиновка наша, а Орел, а Белгород, а Воронеж, а Москва, а Рязань, а Пермь. Они там под ударом. Какой толк в том, что ты флаговтыкнул Константиновку в руинах, скажем так, здании высотой под колено, когда ты не можешь защитить глубиной своей 200, 300, 500 километров европейской части России, центральной части России. Какой толк в этом? То есть, если не решить вопрос этими 3 лебедями, а их можно решить только другим образом, не этим Кремлем, у меня хорошие прогнозы, разве что, если действительно Трамп не совершит какие-то 12 подвигов Геракла, и даже 13 для уверенности, не выиграет выборы, не знаю пока что как, не победит Иран, не знаю пока что как, даже не уверен, что это вообще технически возможно, то есть не приобретет какую-то сверхсилу, чтобы заставить Зеленского цыц-мыц, 2 Владимира, здесь слева, справа от меня, подписывайте, черт вас возьми, как пашиняне. Да, я согласен. Я просто до Зеленского. Специально огрубляю, специально опрощаю. Тут, понимаете, тут он со своим другом Биби Нетаньяху не может справиться. Вынужден ему звонить, как пресса пишет, может, врут, конечно, но прям такие, ты, говорит, сидел бы уже Нетаньяху, если бы не я. Разворачивает войска Трамп, Нетаньяху, которые шли на Бейрут, да, на Ливан. То есть это прям очень серьезный как бы фактор, достаточно как бы болезненный. Тут и для Трампа, и для мировой экономики. А Иран говорит, все, блокируем Ормуз. И опять цены, опять биржи, опять вот эта вся как бы канитель. И тут уже вроде как нужно выходить на договоренности, а не получается. И вот как бы... Там смотрите. Тоже дух Анкориджа выветривается. То, что 3 апреля говорили, что будет вообще-то перемирие, от этого перемирия остался плохой запах, только ничего другого. Тут сложнее немножко ситуация. Тут не просто там дух Анкориджа. Я бы сказал, что у Трампа есть все возможности повесить всех собак на Биби. То есть... это ему ничего не поможет. Это ничего не решит. Нет, это как это ничего не решит? Решит? Почему не решит? То есть тут же эта логика, вот «бей своих, чтобы чужие боялись», понимаете, она здесь тоже в геополитике работает, потому что нужны экстраординарные шаги какие-то американские. Они выставили свои требования, да, это капитуляция Ирана. Требования Ирана – это капитуляция США и их, их инициативы. Но вот эта ссора между Нетаньяху и Биби может видоизменить ситуацию. И, как это ни парадоксально, приблизить разрешение какое-то. Тем более, что у Трампа там чемпионат мира по футболу пора завязывать, да и перспективы очень тяжелые, энергетически тяжелые. Если это продлится, например, вот новая блокада, вчера объявленная Ираном, недельку-другую, да, 2 недельки уже как бы последствия, они же с опозданием идут, эти последствия, осень будет очень и очень холодная, и голодная, и очень дорогая
для той же Европы, которая помогает Украине, для самого Трампа, потому что у него предвыборка тут начинается. Он как бы красивым шоу с Шакирой, поющей на открытии чемпионата мира, ну, не заработает столько голосов, если это действительно ударит по экономике и холодильнику. Как вы думаете, Иран закончится в ближайшее время? Потому что дальше затягивать проблемы, они коснутся всех и отразится как раз-таки и на донорах Украины. Ну, тех, которые клепают там 3 миллиона дронов. По-моему, есть очень хороший симптом, что эти удары скоро возобновятся такой же, может быть, приумноженной силой. Пезешкиан, президент, хотел в отставку подать. А отставку пока что не приняли. Причем мотивы были достаточно такие логичные, не высосанные из пальцев, достаточно такие реальные, что мы вообще-то правили и занимались, а сейчас уже Ираном правит один только Ксир, то есть это уже чисто такая военная хунта. Аятоллы, они там в сторону, хотя раньше они должны были. Ну, коротко говоря, вы Ксир узурпировали всю эту власть Ирана, вы всем остальным, скажем так, инструментам и ветвям власти вы не даете дышать и не даете работать, поэтому я не хочу занимать этот пост и быть в ответе виноватым, когда у меня вообще никаких инструментов, ничего сделать нет на лицо. Есть, конечно, и другое мнение, что он, как хорошо информированный человек, тоже знает, что скоро будут удары, и хочет записаться, остаться в живых, что называется, потому что для всего руководства Ирана хорошо известно, что Израиль, ну и Штаты, естественно, собираются опять снести абсолютно всю верхушку Ирана. До сих пор они уничтожили 282 из всех представителей руководства Ирана. В переводе они 3 или 4 раза уже поменяли полностью административный состав руководства Ирана. И каждый раз приходит все более и более молодое, более и более злое, более и более несговорчивое, скажем так, поколение, можно это и так назвать, смена, бодрая смена, что называется. Так что здесь есть признаки, что, на мой взгляд, удары будут. Правда, вы правильно сказали, есть день рождения Трампа, для меня будет крайне удивительно, если начнется именно во время или непосредственно до. Идет чемпионат мира по футболу, это мир ему не простит, потому что Иран, скорее всего, тогда перережут вот эти 7 магистральных интернет-кабелей, которые проходят на дне Ормузского пролива. Соответственно, мир не будет в состоянии смотреть футбол, и это Трампу, ну, нам с вами более-менее, я к футболу отношусь, мягко говоря, равнодушно. Как не смотрел, так и не смотрю, и мне глупо смотреть, как 22 миллионера гоняются за каким-то мячиком, а 20 или 200 тысяч голодранцев за ними там радуются, когда миллионеры свои миллионы там зарабатывают. Миллионеры понятно, зачем за мячиком бегают, а вот эти голодранцы, которые за них рады, это какое-то мне труднообъяснимое противоестественное действие. Но не суть. Суть в том, что Трампу не простят высокие цены на газозаправках в Америке, не простят, что сорвал чемпионат мира по футболу, и, скорее всего, не простят, что он испортил 250-летие американского государства 4 июля. То есть он либо должен запустить эту махину и закончить до середины июня. Как это сделать, по-моему, это физически невозможно, но это, по-моему, неизвестно, что там в этой рыжей голове там какие-то тараканы занимаются бегами и грызутся. Либо он должен начинать это после 5 июля. И то, и другое, ну, неизвестно возможно. Но до осени он точно действительно займется опять Ираном, потому что если он не решит магистральные вопросы ядерной программы Ирана, нефти Ирана, соответственно, безвредности Ирана по поводу Израиля, вы говорите, ну, Трамп ругается с Нетаньяху. Не может Трамп спустить все собак на Нетаньяху, потому что это означает, что Трамп должен признаться, что Нетаньяху, понимаете ли, за него принимал решение, и Нетаньяху его за нос водил. Ну, не может президент Америки в этом признаваться. Ну, не может. Нет, а зачем ему в этом признаваться? А так получится. Если тебе виноват Нетаньяху, а ты Нет, первая сила мира не справляешься... Постойте, мы же я видели... вас не понял. Я вас не понял. Нет, тут очень важно. Сейчас... Нет, это очень хорошая, кстати, дискуссия. Смотрите, тут же... Вот это в Иране, это война Трампа. В Украине война Байдена, правильно? Ну, то есть, вот это его война.
Он же там и Хексета, помните, отчитывал. Но Хексет, он же как бы министр войны у Трампа. А Нетаньяху, он свои цели преследует. Они вот это Да. вот в Кнессет привели вот этих христиан с Германии, с Южной Кореи, с Кореи. Они там рассказывали: мы каемся, Господь, прости, что мы там не поддерживаем Израиль. В Кнессете. Ну, вот такие проповедники, в общем, они там выступали. У них вообще своя атмосфера. И тут же вопрос: если он скажет, что там, да, это меня там, ну, это моя война, и я ошибся, он этого не скажет, я с вами согласен. Но если он скажет: смотрите, это вот подлый Нетаньяху, он там поднимет одно из его нескольких уголовных дел и скажет: так это же вот это вот, как бы, Биби мне друг, но истина дороже, понимаете? И когда это все переключится на личность, это удачный маневр. Трамп, он маневрами работает. Он же, видите, как он там Маска отфутболил, потом, правда, приблизил. Такера Карлсона как бы отшил. От него же уходят люди. Почему? Потому что он вот так это делает. Чтобы, ну, это как Зеленский, то есть не собирается негатив на нем, а собирается на ком-то другом. И сейчас международная ситуация, сейчас, ну, давайте Нетаньяху, а там же как раз и готова аж оппозиция, это все-таки как бы не Украина, где нет никаких политических сил, там у них оппозиция есть, и они выйдут и скажут: а мы теперь будем рулить, и будет мир, дружба, жвачка. И Трамп сказал: вот через Израиль попробуют закрыть этот вопрос. Я это имел в виду. Через политические изменения в Израиле. Да, и как бы тихонечко слить Нетаньяху в политическом смысле. Это как бы для него вариант. Ну, несколько ходов, но это вариант. Я вот об этом я говорил. Но если он, допустим, вы совершенно правы, этот гипотез, естественно, имеет место быть и право на обсуждение. И если он сейчас, грубо говоря, таким образом снесет Нетаньяху, это усилит или ослабит Израиль? Усилит, Это, конечно. по-моему, ослабит. Потому что во время войны вот этими кадровыми переменами, причем на самой Так верхушке, война закончится. Трамп же закончит войну. не закончится, А с потому Нетаньяху он что... ее не может закончить. Поймите в чем. Вот это вот принцип этой отрицательной субъектности. Что-то там где-то там ветерок подул, тот сразу бомбит Ливан. Понимаете? Иран говорит: Он так не вы... бомбит Ливан, он бомбит Хизбалла, потому что Хизбалла бомбит Галилею и все северные провинции, в том числе и Хайфа, Израиля, в количестве до 20 тысяч ударов в год. Он не бомбит Ливан. Хотел бы снести правительство Ливана в Бейруте, туда били бы, их бы не было, и мы это не Проблема обсуждали. в том, что у Ирана всегда будет повод выходить, закрывать проливы. Теперь мы же видим, как это работает. Да? А Да. если провести политические изменения в Израиле, навязать свой мир, да, то есть, ну и все, мирный Израиль живет себе, союзник США, все как обычно, да, никто ему не угрожает. Понимаете, в чем проблема? Хезболла не будет бомбить Израиль после соглашений с Ираном, да? То есть это же иранская прокси. Да, это Тут, иранский тут в вопрос. этом же, понимаете, и поэтому Хезболла, она включена в мирный договор. И, ну, как бы надо решить этот вопрос, да, между Хезболлой и Израилем, потому что, ну, как бы Нетаньяху выходит и говорит: я борюсь за свою страну, вон они мне угрожают, дронами там атакуют наши меркавы, сносим к чертовой бабушке. Вот так вот и делает. А это, ну, как бы Трамп на крючке у Нетаньяху, потому что Иран добился включения хуситов и Хизбаллы вот в эти соглашения. Соглашения не действуют, все, Иран выходит. Проблема у всего мира, понимаете? И нужно, ну, как бы вот пути решения этой проблемы. А в войне, а что в войне? А Трамп победил в войне. Он вам расскажет, он Хексет расскажет, как он всех уничтожил, разбомбил. Уран только нужно куда-то деть. Уран, договориться, да, там как-то, чтобы где-то захоронили или где-то там кому-то отдали, и там на срок 15-20, сколько там лет, чтобы к нему не прикасались. Ну и все. Уран и израильский вопрос. Трамп решает, он премия мира в шоколаде, празднует праздники, проводят чемпионаты. Для того, чтобы произошло именно так, как вы это сказали, нужно победить Иран.
А победить Иран означает навязать волю свою на руководство Ирана. Есть несколько способов это сделать. Первый из них – это захватить Тегеран. Это не научная фантастика, потому что там требуется 5-миллионная армия, которая должна половину, как минимум, лечь там на территории Ирана для того, чтобы действительно достигнуть Тегеран, взять его, и как штурм Берлина стоил 600 тысяч жизней советских солдат, когда Жуков его брал. Не меньше. А второй вариант – это перекрыть сонную артерию Ирана, то бишь захватить весь район Ормузского пролива вместе с островом Кешем, вместе с Бендер-Аббас и удерживать глубиной как минимум 20, а лучше 50, а то и 70 километров, а туда нужна 200-250 тысячная армия с военно-воздушной, военно-морской поддержкой, причем удерживать придется отстреливаться каждый день, и каждый день нужно нести какие-то потери. То есть других вариантов навязать эту волю Ирану, чтобы Иран согласился отдать уран, и чтобы согласился не уничтожать Израиль, потому что это записано, грубо говоря, в скрижалях, ну не в скрижалях, но Иран постоянно это вещает, Иран аятол, нужно уточнить. Пока там есть аятолы, Иран будет хотеть уничтожения государства Израиль как таковым. Более того, хотя это удивительно и, наверное, слишком экзотично, и взрыв мозга для многих из наших зрителей, но иранские евреи, они тоже хотят уничтожения государства Израиль, потому что считают вот эти там, которые сделали свою столицу Иерусалим, захватчиками, неверными, вообще-то ужасными людьми, а считают себя правоверными евреями, потому что они как раз именно выходцы из тех, для которых Иерусалим был настоящей столицей. То есть иранские евреи, лояльные государству Иран, у них есть сохраненное место в иранском парламенте, они служат в этой иранской армии, они занимают определенные общественные должности и так далее, они лояльны государству Иран, и они против государства Израиль, не против населения государства Израиль, а против вот этого формата государства Израиль. И у них это вообще-то вопрос, который не подлежит никакому обсуждению. И у руководства Ирана, и у этих иранских евреев, и у большинства ортодоксальных евреев Нью-Йорка, Бостона и других, которые вы видели с этими там волосатыми там шляпами, как они сжигали знамя Израиля и говорили, мы с этим там не хотим иметь ничего общего, это плохие евреи, это недоевреи, мы настоящие евреи. То есть там есть такой узел, комок нервов и противоречий внутри, скажем так, еврейского народа, либо там те, которые считают себя евреями, потому что это иудеев, ладно, скажем иудеев, потому что народ это уже немножко другое, что здесь для того, чтобы победить Иран, нужны силы и цена, на которой я не уверен, что Трамп пойдет. И сразу возвращаемся к вашему вопросу. Если он поменяет верхушку Израиля, это приведет к чему? А это приведет к тому, что предстоящие наземные операции для того, чтобы он утихомирил Иран, на случай, если она будет, если ее не будет, он проиграет выборы и даже хуже, ему нужно полное военное содействие государству Израиль, потому что именно поэтому они накачивали Израиль вот этой мощнейшей авиации Ближнего Востока, потому что без этого у него не хватает количества самолетов, и всего остального там не хватает. А если Израиль будет ослаблен, это означает, что они теряют переднего своего военного форпоста на Ближнем Востоке, где другого их представителя, который может кошмарить и держать, скажем так, в каком-то подчинении всех этих нефтеносных, газоносных и других там богатых определенными природными ресурсами страны, не будет, им придется самостоятельно туда какие-то американские базы строить. Поэтому они никогда ни за что не будут сдавать и сливать Израиль. Они могут, конечно, ненавидеть какого-то руководителя. Ну, опять-таки, не Израиль. Ну, вот не Израиль, Нетаньяху. Ну, это, мне тут, я вижу, тут в чате пишут, что никогда, они же кореша, они заодно. А если он сольет Нетаньяху, сразу опять все вспомнят про Эпштейна, про которого что-то как-то позабыли, да? Ну, то есть тут тоже есть такой момент. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Значит, какие последствия ударов по Киеву, Днепру, Харькову наиболее вероятны? 9% считает, что народ заставит Зеленского заканчивать. Украинский народ, имеется в виду, заставит украинскую власть заканчивать. Так, 16% европейцы дадут денег и ПВО, посмотрят на руины Киева и дадут, то есть выполнится вот эта задача, где там на одной чаше весов разрушение, страдания, на другой чаше весов новый импульс помощи. 25% повод ужесточить мобилизацию для власти,
то есть всех еще больше загнать под ружье. Ну, мол, смотрите, какие картинки, давайте, давайте. И не ропчите здесь, что там Ухилянты, сюда, в строй. ухилянты, всех в строй, да. Ну, 51% считают, что никаких, таких нужно еще с десяток обстрелов, как сегодня было и по Днепру. В Днепре, кстати, к этой минуте уже 12 погибших, то есть находят тела новых и новых. Ужасная ситуация, конечно, и ужасные последствия. Конечно, соболезнования всем тем, кто погиб. Да? Искренне, искренне Ну, соболезнования. потому что это... Ну, давайте так, мы об этом говорили, не будем повторяться, да, и тут уже... Вот это же опасно для власти, понимаете? Ты можешь сколь угодно вешать, что да, Россия убила, да, Россия там, вот, а ты что сделал? И тут тогда придут к мэру, к Филатову. Там же, вы же видите, как работает. Мэры сейчас, они как вот это пресс-служба МЧС. Они сообщают, сколько домов разрушено, сколько там семей пострадало. Мэры, а я вот здесь снимаю себя на видео, на телефон. Я вот на фоне разрушений. Зачем это делается? Чтоб не было на Зеленском этого. И только если какая-то страшная трагедия, там погибло 20 человек, Зеленский на следующий день может прийти с букетом цветов, он чисто вот шану отдает, ну там, да, скорбит. А вот это вот ужас, потому что, ну, в курсе все, что за плохие вести гонцу голову сносят. Вот так. Это тоже вот очень интересная политика. Но об этом не задумываешься, потому что, конечно, события достаточно яркие, но иногда подумать нужно было бы. Пламен, давайте несколько вопросов в нашем сегодняшнем прямом эфире. Для вас вот в сообществе оставляют, в клубе зрителей, в чате трансляции пишите свои вопросы. Так, поехали. Можно и кольки. Вы не подбирайте, только приятные. Смотрите. Смело и острые давайте. Почему Пламен думает, что США взамен за видео с дронов дадут Украине ИИ для этих коптеров? Да это они будут беречь для себя в среднесрочной перспективе, даже своим друзьям по НАТО не дадут и не продадут. А мне не надо это думать. Об этом заявил сам Алекс Карп 20 числа, когда он приехал в Киеве. И как раз именно это уже сделано. То есть это уже совершившийся факт. Еще раз, украинское военное руководство предоставило, грубо говоря, заправило палантиры 2,5 миллионами часами видеозаписей с поля фронта для того, чтобы искусственный интеллект стал обучаться. Поэтому это уже совершившийся факт. Мне не надо ничего думать. У меня радости в этом нет никакой. Палантир действительно грозное, серьезное оружие. И недооценивать его, это как сначала, когда говорили, что вот хаймерсы сюда придут, и сначала было хихи-ха-ха, мы и не такое видели. А потом что оказалось? Они продырявили Антоновского моста, и пришлось принимать непопулярное решение, что называется. И оставить... время хаймерсов прошло. Они продолжают работать, ну да. Нет, подождите, прошло, знаете почему? Потому что не было вот этих дальнобойных атакамс. Они есть, правда, мало. Ну, правда, так мало. в товарном количестве, вот и все. Ну, как бы и сейчас Хаймерс, ну, так обычная артиллерия. А тогда, в начале войны, действительно это было как бы фиолетовый луч вундервафля, понимаете. Ровно так же будет и с дронами, просто это все движется вперед. Вопрос был в том, что они дадут или не дадут искусственный интеллект. Они уже это сделали, так что мне нечего здесь гадать. Значит, обращаюсь к Пламену. Вы на другом канале радуетесь, что Украина скоро будет запускать по 1000 дронов. Оксана пишет, и в то же время не учитываете, что ответный удар может быть куда мощнее, а ракет ПВО нет у Украины. Перестаньте кормить украинцев пропагандой потужности. Пламен, ваша аналитика построена на слове «если». Зачем тогда Украина охотится на своих мужиков, если мобилизация бесполезна? Слушаю и повинуюсь. Мне сказали, меня и скомандовали. Даже сказали, что я радовался там, где я вообще никогда не радовался. Ну, я человек воспитанный. Раз так девочки, ну, с девочками спорить не надо. И да, даже Пушкина немножко вспоминаю, но цитировать его не буду. Поэтому оспаривать не буду. Угу. Так, 3 вопроса. Владимир пишет, давайте остановимся на одном. Значит, мировой ВПК в сговоре и все тупо зарабатывают огромные деньги, а своих президентов заставили. Банкиры и весь частный ВПК в той же России в огромной прибыли. Зачем им заканчивать войну? Да и рожать бабам не надо. Мигрантов завезут новых из Азии и Индии. Что скажете?
Ну, то, Ну, что... это в контексте, что никто так и не дал конспирологии, кто же заставил Путина начинать войну или для удержания власти своих кланов и запуска новой перестройки внутри. То есть, и вот смотрите, какой аспект, что мировой ВПК все в сговоре, всем никому не выгодно, а если что, своих там под лавку, а мигрантов завезут они послушные. Ну, мировой ВПК не в сговоре, потому что там конкуренция лютая, но, скажем так, главные монопольные, те, которые производят, это не просто ВПК, а это клуб триллионеров, которые владеют всеми этими огромными корпорациями, типа Raytheon, который производит Patriot, и Lockheed Martin, Northrop Grumman, и так далее и тому подобное. Да, они владеют вот этими компаниями, поэтому им, во-первых, нужна реализация этой продукции, но смотреть только на тупую наживу, это как сказать, очень сильно сужать мироглед, и надо отдалить бленду и увидеть на вещи с высоты птичьего полета. Мировой ВПК, вернее не мировой, а монополистический триллионерский ВПК – это все-таки инструмент для достижения политических целей. Да, они не отказываются от наживы при этом, потому что они буквально управляют всеми этими процессами, в том числе и финансово-эмиссионными процессами они занимаются, но они решают именно политические вопросы. А политические вопросы – это удалить, убрать, сократить лишнее население. Будут ли они завозить потом мигрантов или нет, это опять им решать, и не руководству Киева, и не руководству Кремля. Так что здесь я, естественно, вопроса не видел. Мой комментарий таков, что пока одна из этих сторон не, скажем так, выйдет на уровне субъектного политического, скажем так, поведения, чтобы там не встало лицо мужского политического пола, то, к сожалению, вот эта резня чисто русская, внутренняя, братоубийственная, гражданская, зато внешне управляемая война будет продолжаться, и цена этого вопроса будет сокращение, наверное, хуже и хлеще, чем во время Второй мировой Великой Отечественной войны. Потому что уже, я, конечно, не хочу сейчас обсуждать или доказывать эти цифры, но как минимум 1,75 миллионов полегло со стороны украинских русских, и как минимум 1,5 миллионов полегло со стороны россиянских русских, и как минимум 10 миллионов искалеченных есть и с той, и с другой стороны в виде груза 300. Так что, поскольку процесс скоро не закончится, мы с вами в прошлой передаче обсуждали, что произошло с 4 по 24 мая 2026 года, то есть тумблер переключился из тренд деэскалации в сторону жуткой эскалации военного конфликта. Все эти сказки, что это должно закончиться к концу года, к началу осени, к концу осени и так далее, это просто сказки, которые мы за эти неполные 5 лет, 4,5 года слышали десятки раз, если не сотни раз. Поэтому я это обсуждать не хочу. Да, значит, сейчас в эти минуты был прилет по Киеву, объявили тревогу минут 10 назад дроновую, и была угроза баллистики. Вот сейчас это все продолжается. То есть это будет многочасовая история, судя по всему. Поэтому, в общем... Здесь последнее сообщение 18 часов назад, но, наверное, вот эти карты еще не обновляют. Нет, но это если вот вы сейчас. говорите, Это да, сейчас. значит, условно доверяю. Сейчас прилетело опять по Киеву. Там, в общем, продолжается атака. То есть была такая перезарядка, пауза. Сейчас вот снова. Значит, у Ирана есть религиозная и идейная основа власти. В России нет ни религиозной, ни идейной основы, только память подвигов предков. Революцией в России не пахнет. Сами кровососы и престарелые чиновники, коррупционеры не уйдут. Что может разбудить российское общество? Участь темнейшего, как покойного аятоллы, падение Крымского моста или новая ига, но уже европейская? Вот такой вопрос вам задает пользователь. Может разбудить народа выполнение одного из 3 законов диалектического материализма, а именно количественные изменения перерастают в качественные. Чем больше плохих новостей будет как внутриполитические, так военные, так и внешнеполитические, с которыми российская власть не справляется, либо неумелыми, неуклюжими действиями и бездействиями своими их усугубляет, тем больше, к сожалению, приближается сценарий не 17-го, а, наверное, 27-го года и не 20-го, а 21 века, который может обратиться ценой побольше, чем та, которая сейчас оплачивается кровью и смертью на безусловной линии соприкосновения.
Ну, знаете, я не хочу на эту тему в режиме блиц-режима Да, комментировать. ну, все-таки Потому что такие. это, да, не блиц, не блиц. Это не блиц вопрос, это я с вами согласен. Пламен, я не ветеринар, но чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак. А вы? Спрашивает пользователь из чата. У меня огромная проблема. Когда меня спрашивают, какую породу собак ты любишь больше, а у меня проблема в том, что как ветврач я люблю всех пород. У каждой породы есть собственное очарование, огромное достоинство, а я не могу вообще-то содержать и иметь все породы собак. Пока что я остановился на выбор жены, она тоже ветеринарный врач, у нее те же самые проблемы, но она остановилась на бельгийское малинуа. Так что у нас малинуа и дело с концом. Но то, что вы любите собак, это означает, что вы хороший человек. Но, знаете, я как ветеринарный врач могу вам сказать, что у собак и у животных бывает абсолютно то же самое, как у людей. Есть благородники, есть добрые, есть смелые, есть жертвоготовные, есть умные, есть тупые, есть мерзавцы, есть подлецы, есть лентяи, есть негодяи. Все то, что у нас есть, там тоже есть. Так что вот так суммировать, вы это самое не антропологизируете слишком и не генерализируйте слишком. То, что среди братьев наших меньших есть всех, это я вам ответственно заявляю. А то, что среди нам себе подобных homo sapiens, что называется, есть вообще не сапиенс и даже, может быть, не совсем эректус, ну, это тоже очевидный факт. Я с этим спорить не буду. Но доходить до человека ненавистничества, либо там мизантропии какой-то, лучше не надо. Так, Александр Леонов. Пламен, вы можете назвать одну страну в ЕС, которая не помогала в военном плане Украине с 22 года, и одну страну в ЕС, которая помогла хоть раз России? Назовите просто страны, вот без какой-то риторики. Спасибо. Которая не помогала Швейцарии. Даже могу и вторую сказать, Не Исландия. помогала Украине? Не помогала не помогали Украине. Швейцария не А помогала Украине. Гриппины чьи? Подождите. Гриппины, это шведские? Швейцария, простите, это я... Да, я Швейцария, не Да. Швеция, да. Швейцария, да. Так что, кто помогал России, я вам так скажу. Если политика поведения России была бы субъектной, она смогла бы упираться на свои естественные геополитические союзники, коих не только бывшие страны Восточной Европы, бывшие социалистические страны, а даже пару-тройку из западноевропейских стран, как минимум Испания, Греция и Италия. Но поскольку Россия вообще не занимались, скажем так, этим вопросом и не делали так, как делали их противники, то на уровне стран невозможно найти, кто вообще на официальном уровне помогал России, в том числе даже и Сербия. Сербия, по крайней мере, на уровне риторики, да, а вот на уровне продавать вооружение, которое тоже попадает не в Россию, а именно в руках Украины, это тоже да. Так что это вопрос, ну как сказать, если Россия вела бы себя более субъектно, то тогда восточноевропейские лидеры, многие или хотя бы сначала некоторые из них стали бы рисковать, огрызаться своим колониальным метрополиям и стараться помогать России, чем это возможно. Но, Швейцария, кстати, помогает Украине. Да, я ошибся. Значит, Исландия? Швейцария выделяет Украине 5 миллиардов франков на восстановление страны. Это было год назад, чуть Значит, я ошибся. меньше года. Значит, я ошибся. Направила всего помощи вот за 24 февраля этого года всего 6 миллиардов франков. Бёрн не собирается прекращать поддержку Киева. Ну, типа это пишут как для гуманитарная помощь, восстановление, скажем так, поддержка населения, которое пострадало от войны. Вот так это. Тогда знаете, как скажу? Сан-Марино, Ватикан, Андорра и Исландия, я думаю, что они не помогали Украине. Вот так. Да, друзья, значит, всем большое спасибо за сегодняшний эфир. Пламен, я тоже очень вам благодарен за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа офицеры, господа не пьющие, которые не офицеры, я единственное исключение и не пьющий, и офицер, уж извините.
Друзья, не друзья, троллы и боты. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Еще раз, по ком звонит колокол. Посмотрите внимательно. У вас колокольчик на канал Шелеста, он черненький или беленький? Да и на наш канал. Если нет, то исправьте. Стоит это от 3 до 4 секунд. И вы не пожалеете, потому что здесь стараемся говорить правду, и мы стараемся здесь не обманывать, потому что мы не есть смрад, средства массовой рекламы, агитации, дезинформации. Мы есть обратное. То есть мы на стороне этого информационного фронта, мы боремся и деремся с дезинформацией в мере силах наших возможностей. Поэтому вам решать, кого и как поддерживать. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение обязательно следует. Друзья, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.